Знаете ли вы, что животные могут любить и ненавидеть, радоваться и страдать не меньше, чем мы, люди? Эта молодая волчица каждый раз, когда я вхожу в лес, встречает меня так, что никаких сомнений не остается. Звери умеют быть преданными и бескорыстными. Волчицу зовут Дая. Она совсем молодая, ей нет еще и года. По человеческим меркам это лет 7-8, не больше. Подросток, одним словом. История ее жизни не столь велика. Написаны лишь первые страницы, но они, мне кажется, по-своему интересны и поучительны. А началось все с волчьего логова. Вот оно. Небольшое углубление под огромным выворотнем, весь волчий дом. Именно отсюда начался жизненный путь Даи, ее братишек и сестренок, нового волчьего племени. Волков отличает очень трогательное и внимательное отношение к волчатам. Все делается для того, чтобы у волчат было поистине счастливое детство. Но что делает возле волчьего дома этот человек с палкой и мешком? Как ни странно, врагов у волчьей семьи предостаточно. Маленькие волчата могут стать добычей ястреба-тетеревятника, рыси и даже лисицы, не говоря уже об охотниках. Долгое время волки считались врагами человека, и с ними боролись, как могли. Каждый лесник или егерь, повстречав логово волка, должен был обязательно его разорить. Так всегда поступал лесник Валерий Иванович. Так поступил он с логовом Даи и на этот раз. Не слишком гуманный прием, надо отметить. Лесник зла на волчат никогда не держал и без колебаний отдал малышей мне. Так у малышей Даи, Сары и Лорда началась новая жизнь. И началась она с молочка. Не простого, козьего. Именно оно по составу более всего похоже на волчье. Правда, волшебная бутылочка была у меня только одна, поэтому приходилось внимательно следить за очередью к ней. Полную степень насыщения волчонка легко определить. Как только животик от еды округляется и становится упругим, как барабан, считайте, что ваш питомец насытился. Посмотрите, как хорошо плавают подросшие волчата. Правда, Дая что-то не очень спешит сегодня в воду. Может, она вспомнила свое первое в жизни купание? Впервые увидев озеро, Дая долго не думала, а сразу прыгнула в воду и поплыла. Маленький волчонок не подозревал, насколько велики бывают водные преграды и как тяжело иногда бывает их преодолеть. Маленький волчонок с самого нежного возраста уже знал, что только в борьбе можно обрести победу. Так поступил бы на ее месте любой волк. Жаль, только селенки у Даи быстро закончились, а озеро все не кончалось и не кончалось. Пришлось уже мне самому срочно принимать водные процедуры. Это был очень важный урок, причем для нас обоих. Урок взаимного доверия. С этого момента началась ежедневная учеба. Учеба – это серьезно. Для всех без исключения. И если вам кажется, что можно не учиться, а лениться, вы глубоко заблуждаетесь. Жизнь вас в этом убедит. И может быть очень скоро. У зверей учеба – это шансы на выживание. Ленивый двоечник в природе обречен. И не на двойку, а на смерть. Хорошо, что у нас, у людей, насчет учебы другие законы. И двойка – это не смертельно. Ну, а свой первый водный экзамен Дая сдала вполне успешно.
Правда, потом, перед каждым заплывом, она всегда о чем-то немного задумывалась. У животных, как и у людей, занятия бывают групповые и индивидуальные. Мне очень нравилось заниматься индивидуально со своими серыми питомцами, особенно с Даей. Она оказалась самой смышленой и одновременно самой преданной по отношению ко мне, человеку. Хотя для них всех я был вожаком их маленькой стаи, их самым главным волком, пусть и двуногим. Кстати, обычно послушание в стаях и семьях диких животных идеальное. Молодежь беспрекословно слушается родителей, а члены стаи – вожака. Так что если волчонок капризничает, это от того только, что его воспитывает человек. Все-таки не можем мы, люди, полностью заменить волчонку родителей. Хотя бы потому, что невозможно быть предельно строгим к такому милому и очаровательному созданию, как Дая. Но чего-то ей явно не хватает. Маловатая стая получается. Особенно беспокойно становилась Дая на привалах. И если я не реагировал на желание волчонка идти дальше, то Дая пыталась это сделать в одиночку. И тут-то снова оказывалось, что опыта у нашей серой красавицы недостаточно. Ну как можно было свалиться с лесного обрыва вниз? Хорошо, что братишка и сестренка не видели. Ох уж посмеялись бы. Скорее, скорее наверх. Кстати, носить волчат за шиворот – это нормально. Так их взрослые волки переносят. Каждый вечер большой и веселой компанией мы совершали прогулки-пробежки по лесу. Да, я просто обожала их, стараясь замыкать шествие. Может быть, поэтому ей всегда везло на интересные находки. В тот вечер она первой увидела ежа, который отправился на поиски пропитания. Но вы же прекрасно знаете особенности дикой лесной жизни. Выходя на поиски еды, всегда будь начеку, а то сам можешь попасть кому-нибудь на зубок. Дая, в отличие от лорда и Сары, в неясных жизненных ситуациях всегда старалась спросить совета у старших. А вот ее брат и сестра старших слушались меньше, и жизнь их наказывала. Но как справиться с этим колючим клубком? Ну, скорее, скорее, подскажи. Да никак. Не нужно вам его трогать. Вот и все решение этой колючей проблемы. Волчатам опыт еж явно не по зубам. Почему? Потому что колючки. А знаете, сколько этих колючек на еже? Ни много ни мало 6-7 тысяч. Примерно по 15 штучек на каждый квадратный сантиметр тела. А вот у орлана колючек нет. Зато у него есть острые когти и клюв. А в лапах он держит вкусный кусочек добытой утки. Почему бы не попробовать этот кусочек отобрать?
Посмотрите, как ловко волчата справились с этой непростой задачей. И мясо отобрали, и сами целыми остались. А как здорово организовала все это Дая, похоже, что каждодневная учеба идет ей на пользу. Пройдет немного времени, и, скорее всего, именно она станет вожаком новой волчьей стаи. Детство – золотая пора у любого существа. Будь ты детеныш волчий, лисий, ежиный или человечий. Поел и спать, поспал, проснулся, родители тебя покормили и снова спать. Жаль, что период беззаботного детства так скоротечен. Волчата вырастут и превратятся в волков, настоящих хищников, сильных, быстрых, иногда беспощадных. Насколько страшны эти звери для человека? Неужели до сих пор необходимо разыскивать их логово и убивать беззащитных волчат? Что-то с трудом в это верится. Быть самостоятельным – это непросто. Быть самостоятельным после того, как тебя лишили родителей, непросто вдвойне. Да, я первые шаги на этом пути осилила при помощи своих друзей. Ого, какая атака! И снова промах. А среди этих друзей люди, между прочим. Люди, которые раньше и не задумывались над вопросом, быть или не быть волку. Они просто стреляли. Сегодня мир изменился. Он стал беднее. Природа многое потеряла. Потеряла сотни животных и растений, целые леса и даже моря. Зато мы, люди, стали осторожнее в своих выводах и поступках. А еще, хочется верить, мы стали бережнее относиться к братьям нашим меньшим. И Дая – пример этому. Видите, каков он, этот пример? Умный, сильный, благородный. Это она и есть волчица по имени Дая. История ее жизни пока что не столь велика. Написаны лишь первые страницы, но их уже никогда не вычеркнуть ни из моей жизни, ни из судьбы этого леса.